По церковной традиции красить яйца нужно накануне Пасхи, в Чистый четверг, в день, когда принято убирать в доме, купаться и стричься. А еще именно крашенка – это оберег и самый лучший пасхальный подарок друзьям и близким. Именно поэтому вопросу, как красить яйца, стоит уделить максимум внимания. Предлагаю вам топ-20 природных способов покрасить пасхальные яйца. Для начала несколько советов. Чтобы краска ложилась ровнее, перед тем как варить яйца, протрите их спиртом. Чтобы яйца во время варки не лопнули, добавьте в воду несколько столовых ложек соли. А чтобы яйца легче чистились после того, как сварятся, окуните их на пару минут в холодную воду. Если в доме есть дети, избегайте химических красителей, выбирайте только натуральные, свекольный сок, луковую шелуху и так далее. Ведь красители могут проникнуть в середину яйца и попасть в организм ребенка. Если хотите, чтобы после окрашивания пасхальные яйца блестели, натрите их растительным маслом. Итак, способ первый. Покрасить яйца при помощи луковой шелухи – это самый известный и простой способ. Готовим краску так. Проварите с полчаса довольно большое количество шелухи, оставьте и дайте отвару настояться. Затем положите туда сырые яйца и отварите до готовности. Хотите цвет темнее, значит шелухи побольше, светлее – берите шелухи меньше. Если проварить сырые яйца со шпинатом или крапивой, они получатся зеленого цвета, в зависимости от консистенции травы. Хотя говорят, все зависит от случая, может получиться и не очень красивый цвет. Желтые яйца получаются, если проварить их в куркуме. Фиолетовые яйца получатся, если красить их в фиалках. Нужно взять цветы фиалки, залить их горячей водой, дать раствору настояться и замочить в нем яйца на ночь. Если добавить в воду немного лимонного сока, получится лавандовый цвет. Если варить яйца со скорлупой грецкого ореха, яйца получатся светло-бежевые или коричневые. Розовый цвет можно получить при помощи клюквенного сока. Делаем так. Выдавливаем сок, отвариваем в нем яйца, оставляем на ночь. Синие яйца или синие разводы на них можно получить, если натереть уже отваренные яйца листьями красной капусты. Способ седьмой. Проварите яйца в молотом кофе и получите крашенки бежевого или коричневого цвета. Яйца в крапинку легко сделать так. Обваляйте мокрое яйцо в рисе, гречке или другой крупе. Плотно заверните его в марлю, завяжите крепко, сварите в любом красителе. Получится симпатичное и необычное яйцо. Чтобы на яйцах получился абстрактный рисунок, оберните в луковую шелуху и заверните в марлю. Проварите в шелухе или любом красителе, получится яйцо в разводах. Способ номер 10. Возьмите листки петрушки и укропа, заверните в них яйцо. Положите яйцо в чулок и проварите в луковой шелухе. Получится яйцо с красивым рисунком. Шелковое окрашивание – модный нынче способ покраски пасхальных яиц, хотя и не совсем безвредный. Берем белые сырые яйца, заворачиваем в кусок натурального шелка, например, режем для этого старый галстук. Затем закрепляем нитками или другой тканью, варим, добавляем уксус. Наденьте на яйцо несколько резинок и так его покрасьте в красителе. Получится яйцо в полосках. Белые узоры на крашенку можно нанести при помощи сахарной пудры. Берем стакан сахарной пудры, добавляем немного воды, чтобы смесь получилась очень густая. При помощи кондитерского шприца наносим узор на отваренные и покрашенные яйца. 14 способ. Настоящая писанка получается, если потрудиться немного с воском. Берем уже сваренное яйцо и горящую свечу. При помощи спички наносим рисунок. Затем опускаем яйцо в краску, но не горячую, иначе воск расплавится. Незакрашенные места окрашиваются, а благодаря воску на яйцах останется рисунок. Затем воск аккуратно сцарапываем или нагреваем слегка на свечи и стираем. Яйца в горошек получаются, если перед покраской наклеить на них липкие кружочки, а потом опустить в любую краску. Затем кружочки можно снять. Также можно украсить яйца элементами декора, например, при помощи тонких бумажных полосок в технике квиллинга. При помощи акриловых красок можно сделать яйца в крапинку. Просто возьмите краски, разведите их до жидкой консистенции и при помощи зубной щетки побрызгайте на отваренные яйца, расставленные в подставке. Дайте краски просохнуть и яйца готовы. Так получится, что яйца и украшены, и вредной краски минимально использованы. Посмотрите, как красиво можно покрасить яйца при помощи пасхальной глазурной посыпки. Оказывается, она может пригодиться не только на куличах и пасхах. Берем сваренное яйцо, тюбик клея, пакетик разноцветной посыпки и вперед. Раскрасить яйца можно и при помощи детских безвредных маркеров на водной основе.
или при помощи таких же красок. Для этого понадобятся краски и тонкая кисточка. Чтобы рисунок получился аккуратным, для начала нанесите на сваренное яйцо набросок карандашом. А как вам идея связать для пасхального яйца настоящий костюмчик? Всевозможные цыплята, котята и овечки. А какой способ выберете вы?